Ее исчезновение стало самой обсуждаемой загадкой турецкого шоу-бизнеса. На пике славы, когда ее лицо было на каждом экране, Cansu Dere внезапно пропала. Ни заявлений, ни объяснений, лишь тревожное молчание и бесконечные слухи. Кто-то говорил о предательстве, кто-то о страшной личной трагедии, а кто-то утверждал, что ее имя появилось там, где не должно было. В соцсетях всплывали странные фото, журналисты шептались о тайных конфликтах и судьбоносном решении, которое она приняла в ту самую ночь. Но что на самом деле заставило звезду турецкого кино уйти из жизни полой от света? Почему после землетрясения страна говорила о ней, как о человеке, которого больше нет? И самое главное, что произошло потом, когда правда начала выходить наружу? Оставайтесь до конца, вы услышите то, что долго пытались скрыть. Анкара. Осень. Небо будто наполнено прозрачным светом, а где-то в одном из тихих районов появляется девочка, которой суждено будет стать лицом целой эпохи турецкого искусства. Ее зовут Cansu. Родилась она в середине октября, в день, когда город уже готовится к холодам, но в воздухе еще чувствуется дыхание лета. В ее семье не было актеров, режиссеров или продюсеров. Обычная жизнь, обычные заботы. Но в глазах ребенка жила та странная сила, которую взрослые редко замечают, внутреннее спокойствие, смешанное с любопытством к миру. Она росла наблюдательной. В школе учителя вспоминали, что Cansu никогда не стремилась быть в центре внимания, но умела слушать. Могла стоять в стороне, внимательно следить за каждым движением людей, ловить эмоции, словно хранила их внутри, чтобы потом вернуть миру в новой форме. Это качество стало ее тайным инструментом. Еще никто не догадывался, что именно из таких деталей рождается талант, тихий, но глубокий. Когда настало время выбора, Cansu направилась не к софитам и камерам, а к древним камням прошлого. Она выбрала археологию. В университете ей нравилось проводить часы за изучением древних цивилизаций, представлять, как жили люди тысячелетия назад. Археология учила терпению и внимательности, тем качествам, что однажды помогут ей передавать эмоции с невероятной точностью. Жизнь, казалось, была выстроена просто и логично. Никто не ждал от нее громких жестов или публичных выступлений. Но иногда судьба поворачивает внезапно, как будто под ногами меняется почва. Это случилось на одном из конкурсов красоты, куда Cansu попала почти случайно. Она не искала сцену, сцена сама нашла ее. Среди десятков участниц именно она привлекла внимание жюри. Не просто красотой, а тем спокойствием, которое чувствовалось даже в ее походке. С того момента в ее жизни начался новый отсчет. Мир моды втянул ее стремительно. Фотоаппараты, вспышки, внимание, неизбежные сравнения. Для нее это все было новым, немного чужим, но в то же время захватывающим. Впервые она ощутила, как внимание публики может не пугать, а вдохновлять. На подиуме она училась держать взгляд, управлять эмоцией, быть собранной и естественной. Каждая съемка становилась упражнением не только для тела, но и для внутренней дисциплины. Однако внутри Cansu постепенно рождалось другое чувство. За всеми съемками, позами, улыбками в ней росла жажда чего-то более глубокого, желание проживать не только свои, но и чужие истории. Когда вспышки гасли, она все чаще представляла себя не моделью, а женщиной, которая живет в другом времени, в другой жизни, с другими чувствами. Ее тянуло к миру, где можно не просто показывать, а переживать. Именно тогда внутри нее впервые мелькнула мысль, которую она не произносила вслух: «Я хочу играть». Не ради славы, не ради признания, ради того ощущения, когда ты можешь оживить эмоцию. Судьба будто подслушала ее желание, потому что вскоре в ее жизни появится первое приглашение на съемочную площадку, и это станет началом пути, который изменит все. Телефонный звонок застал ее врасплох. Голос на другом конце линии был спокоен и деловит, приглашает пройти пробу для небольшого телепроекта. Никаких гарантий, никаких обещаний, просто возможность. Cansu долго сомневалась. Она не считала себя актрисой, да и мир телевидения казался чем-то далеким и шумным.
Но что-то внутри подсказывало, этот шаг нельзя откладывать. Первые съемочные дни стали для нее настоящим испытанием. Камеры, свет, десятки людей вокруг, бесконечные дубли. Но с каждым кадром она ощущала, как будто возвращается в естественную для себя стихию. Умение наблюдать, слышать, ловить настроение – все, что раньше казалось просто чертой характера, теперь превращалось в инструмент. Когда режиссер впервые сказал «снято», а на площадке повисла тишина, Джан Су поняла – именно здесь она должна быть. Ее экранный дебют не сделал ее мгновенно знаменитой. Но он стал шагом, после которого пути назад уже не существовало. Следующие роли приходили постепенно, небольшие, но запоминающиеся. Она не спешила хвататься за все подряд. Джан Су выбирала то, что откликалось внутри. Там, где можно было не просто говорить текст, а жить. Критики заметили ее не сразу, зато зрители – мгновенно. В ее игре было что-то настоящее, без наигранности. Камера любила ее не за внешность, а за то, что за ней стояло, внутреннее спокойствие, сила, взгляд, в котором читалось больше, чем могли сказать слова. Постепенно ее имя начали произносить с уважением. На съемках с ней хотели работать молодые режиссеры, которые чувствовали в ней живую энергию. Она же оставалась такой же, без громких заявлений, без стремления быть в центре. Работала, наблюдала, училась. Но однажды все изменилось. Новое предложение оказалось особенным, проект, который позже назовут прорывом в турецком телевидении. История женщины, сильной и гордой, но в то же время ранимой. Именно таких ролей Джан Су ждала всю жизнь. Когда сериал вышел в эфир, страна будто застыла. Зрители обсуждали ее героиню, ее взгляд и ее молчание. Люди писали, что давно не видели актрису, которая могла бы передать боль и достоинство с такой силой. Ее имя стало символом новой волны турецких сериалов, реалистичных, эмоциональных, с героями, в которых узнавали себя миллионы. После успеха к ней пришло все, что сопровождает популярность – премии, интервью, контракты, обложки, рекламные кампании. Ее лицо появилось на билбордах, в телешоу, на постерах по всей стране. Но настоящая слава не в блеске, а в реакции людей. На улицах ей улыбались, писали письма, благодарили за эмоции, которые она дарила экрану. Джан Су не играла, она жила в каждой сцене. Именно это отличало ее от многих. И чем больше зрителей открывали для себя ее талант, тем сильнее она ощущала ответственность перед каждым из них. Ведь теперь она была не просто актрисой, она стала частью их собственных историй. Но за каждым блестящим успехом всегда прячется цена. Пока страна восхищалась новой звездой, внутри Джан Су уже начинала медленно расти усталость, о которой никто еще не догадывался. Время текло стремительно. Джан Су будто жила на сцене без антракта. Новые сценарии, съемки, переезды, интервью, бесконечные съемочные дни, где границы между жизнью и ролью постепенно стирались. Ее имя звучало в каждой телепрограмме, ее героини становились символами эпохи. Она снималась в проектах, где эмоции были не выдуманными, а прожитыми. Люди видели ее персонажей в самих себя – сильных, уставших, любящих, преданных, ранимых. Популярность росла с каждым годом. Продюсеры наперебой предлагали контракты, режиссеры мечтали заполучить ее в свой проект, бренды предлагали лицом компании стать именно ее улыбки. Казалось, ее карьера идет по прямой, вверх, без пауз, без сомнений. Но за этой красивой картиной существовал другой мир, почти невидимый посторонним. На съемочной площадке Джан Су могла быть собранной, точной, профессиональной до последнего кадра. Но дома выключала телефон, пряталась в тишину и надолго исчезала из поля зрения. Работать на износ стало привычкой. Она редко позволяла себе отдых, оправдывая это тем, что надо успеть. Иногда неделями не видела семью, друзей, живых разговоров. Все заменяли сценарии, репетиции, съемочные площадки. Мир видел только блеск, вечерние платья, премьеры, награды. Но каждый светлый миг сопровождался ценой, о которой знали лишь самые близкие.
В ее взгляде стало появляться то, чего раньше не было – легкая усталость, как у человека, который слишком долго держал дыхание. Первые тревожные паузы зрители заметили не сразу. Сначала пропустили, мол, у актрисы отпуск. Потом начали спрашивать, почему так долго нет новых ролей? Почему социальные сети тихие, без свежих снимков и сторис? Почему она все реже появляется на публике? Поклонники гадали, журналисты писали предположения. Одни говорили, что Джан Су просто решила взять паузу, чтобы вернуться сильнее. Другие шептались о возможных конфликтах с продюсерами или проблемах со здоровьем. Но все это оставалось догадками, потому что сама актриса молчала. Это молчание только усиливало интерес. Ведь человек, который всегда был на виду, вдруг исчез из привычного мира света и камер. А там, где возникает тишина, неизбежно появляется пространство для мифов. Когда один из журналистов спросил ее давнего коллегу, что происходит с Джан Су, тот ответил коротко: «Она ищет себя». Тогда мало кто понял, что эти слова станут пророческими. Прошли месяцы, и имя Джан Су стало звучать все реже. В новостях о ней почти не писали. Ее не было на премьерах, не приглашали на ток-шоу, не видели на фестивалях. Казалось, будто она растворилась в собственном молчании. Но именно в тот момент, когда зрители начали свыкаться с ее отсутствием, случилось то, что заставило всю страну снова произносить ее имя, теперь уже с тревогой и болью. Это было раннее февральское утро. Город спал, пока земля не содрогнулась. Несколько секунд, и привычная реальность рассыпалась на куски. Страшные новости с юга Турции облетели страну быстрее, чем успело взойти солнце. Люди звонили близким, не дожидаясь ответов, улицы наполнились паникой. Телевидение круглосуточно показывало кадры разрушенных домов, репортажи о спасателях, списки пропавших. Среди множества имен одно неожиданно всплыло в заголовках: Джан Су Дире. Никто не понимал, откуда появилась эта информация. Одни утверждали, что она могла находиться в зоне бедствия, другие говорили, что связи с ней нет уже сутки. Интернет захлестнула волна тревоги. Фанаты писали сообщения, проверяли каждую публикацию, надеясь, что это ошибка. Но чем дольше длилась тишина, тем сильнее становилось ощущение, что происходит что-то страшное. Слухи множились. Несколько порталов осторожно написали, что актрису, возможно, не удается найти. Эти слова будто выключили дыхание у тысяч людей. Соцсети наполнились кадрами ее ролей, фразами из сериалов, фотографиями с подписями: «Пусть это окажется неправдой». В эфире ведущие говорили о ней в прошедшем времени, журналисты вспоминали ее лучшие роли, а друзья и коллеги писали короткие, растерянные посты без комментариев. Прошли часы, потом сутки. И вдруг в лентах появилось короткое сообщение: актриса жива. Она не была в зоне катастрофы, но долго не выходила на связь. Это молчание, вызванное личными причинами, стало спусковым крючком для лавины слухов. Люди радовались, но в то же время не могли понять, почему она не сказала ни слова, когда тысячи ждали подтверждения. Что заставило ее отгородиться от всего мира именно в тот момент, когда о ней говорили миллионы? Ответов не последовало. Джан Су снова выбрала тишину. Эта история стала границей. После нее она будто поставила невидимую черту между собой и публикой. Ее больше не видели на премьерах, не слышали в интервью, не наблюдали на съемках. Для поклонников это было как потеря. Для нее, возможно, единственный способ сохранить себя. С тех пор ее имя звучало реже, но каждая новая крупица информации о ней вызывала всплеск интереса. Любая фотография, случайный кадр, редкое появление в сети моментально становилось событием. Люди пытались разглядеть в ее взгляде ответ: что с ней? Куда она исчезла? Вернется ли? Одни считали, что она устала от славы и просто решила спрятаться. Другие, что тишина стала для нее единственным способом дышать. Но все сходились в одном: никто не забывал. И чем дольше она оставалась в тени, тем сильнее росла загадка вокруг ее имени.
Казалось, Джансу исчезла навсегда, растворившись где-то между шумом столицы и спокойствием забытого побережья. Но именно тогда, когда публика уже почти смирилась с ее отсутствием, произошло то, что вновь заставило поверить, история еще не закончена. Она вернулась не на сцену и не на съемочную площадку, а в жизнь, тихо, без камер, без вспышек. Не было пресс-релизов, громких слов или интервью. Просто кто-то однажды заметил ее на улицах небольшого прибрежного города. Без макияжа, в простой одежде, с тем самым спокойным взглядом, в котором все еще теплилось что-то знакомое. После того бурного года она словно растворилась в простоте. Джансу уехала подальше от мегаполисов, от бесконечного шума, от камер, которые годами следили за каждым ее шагом. Снимала дом у моря, гуляла по узким улочкам, проводила время с родными. Для тех, кто привык видеть ее на экране, это казалось непостижимым. Как можно отказаться от славы, когда мир готов аплодировать стоя? Но для нее это, кажется, было единственным верным решением. Близкие рассказывали, что она стала другой. Много читала, писала заметки, путешествовала по малолюдным местам, открывая Турцию заново. Порой ее видели в старинных деревнях, где время будто остановилось, или в горах, где нет связи. Она фотографировала рассветы и море, но почти ничего не публиковала. Социальные сети молчали, как и она сама. Журналисты, конечно, не могли оставить это без внимания. Кто-то писал о проблемах со здоровьем, кто-то уверял, что она просто насытилась шоу-бизнесом. Но все это оставалось догадками. Она ни разу не подтвердила, ни разу не опровергла. Словно дала людям право самим придумать ответ. Эта тишина постепенно превратилась в ее новую роль. И в ней Джансу была по-прежнему убедительна. Она исчезла, но не утратила внимания. Ее редкие появления превращались в настоящие события. Одно фото, и сразу сотни комментариев, статьи, заголовки. Она снова здесь, где была Джансу, что готовит актриса. Так молчание стало ее образом, загадочным, почти мистическим. Она перестала быть просто актрисой, превратившись в символ женщину, которая осмелилась уйти из шума вглубь себя. В эпоху, где каждый стремится быть замеченным, она выбрала обратное – исчезнуть и остаться настоящей. Но все в ее жизни, как и прежде, развивалось не случайно. И вскоре в воздухе вновь запахло переменами. Люди, которые следили за ее карьерой с самого начала, чувствовали, это не конец. Она молчит, значит, готовится сказать нечто важное. Первый знак появился неожиданно. Без фанфар, без анонсов, просто небольшое интервью, записанное в неформальной обстановке. Она сидела спокойно, в светлом свитере, говорила негромко, почти шепотом. Когда журналист осторожно спросил о будущем, Джансу улыбнулась и ответила: «Я не исключаю возвращение». Эти слова прозвучали как эхо после долгого молчания. Без точных дат, без громких заявлений, лишь легкий намек, будто она сама еще не до конца знает, готова ли снова шагнуть под свет прожекторов. Этого оказалось достаточно, чтобы вся страна заговорила о ее возвращении. Продюсеры вспоминали прошлые проекты, режиссеры пересматривали сцены, где ее взгляд говорил больше, чем слово. Поклонники обсуждали каждую деталь, каждый жест, надеясь увидеть подтверждение. Ее имя снова зазвучало в медиапространстве, словно звезда, которая долго скрывалась за облаками, но снова подала сигнал. А потом пришли новые слухи. Якобы Джансу сменила агентство, прекратила сотрудничество со своей прежней командой и начала рассматривать предложения для нового проекта. Для многих это стало очевидным знаком – она возвращается. Только не в спешке, а медленно, выверенно, как человек, который знает, что настоящие решения не принимаются на бегу. Тем временем в индустрии говорили, что сценаристы уже пишут под нее новые роли. Что обсуждаются идеи, сильная женская история, возможно, исторический сюжет, возможно, драма, где в центре не внешняя красота, а внутренняя сила. Те, кто работал с ней раньше, знали, если Джансу соглашается, значит, чувствует в истории правду. Она не из тех, кто возвращается ради шума, только ради смысла.
Пока вокруг множились догадки, сама она сохраняла то же спокойствие, что и прежде. Несколько коротких видео, редкие фотографии, легкие реплики в прессе – все выглядело как подготовка, как дыхание перед новым шагом. Ее фанаты не теряли надежды. Каждый новый пост сопровождался сотнями сообщений: «Мы ждем тебя, твое место на экране». И эти слова, кажется, имели значение. Ведь даже спустя годы тишины имя Джансу не стерлось из памяти зрителей. Наоборот, стало еще более ценным. Она не просто актриса, которую когда-то любили. Она стала образом веры в то, что можно уйти, чтобы вернуться сильнее. Ее история не о славе, а о внутренней честности. И теперь, когда она стоит на грани нового этапа, кажется, что все только начинается. Джансу Дире снова готовится заговорить, уже не как символ прошлого, а как женщина, нашедшая себя заново. В последние месяцы все чаще стало казаться, что вокруг нее будто сгущается ожидание. Негромкое, ненавязчивое, тихое, настойчивое, словно дыхание перед грозой. Мир, привыкший к ее молчанию, начал улавливать едва заметные движения. Новое фото с короткой подписью «Встреча с продюсером», невзначай опубликованное видео с репетицией. Джансу не делала заявлений, но само ее присутствие снова становилось новостью. Она уже не была той, кем ее запомнили в начале пути. Спокойная, зрелая, уверенная в себе, она словно несла в себе ту внутреннюю тишину, которая приходит только после большого пережитого. Годы вне света не ослабили ее, наоборот, сделали глубже. Теперь каждая ее улыбка, каждое слово звучали весомее, чем раньше. Режиссеры говорили, что даже короткая встреча с ней оставляет ощущение редкой концентрации. Будто она хранит в себе запас чувств, готовых вырваться наружу в нужный момент. Сценаристы шептались, что ее возвращение способно перевернуть индустрию. Не потому, что это громкое имя, а потому, что в ней снова появилась искра, настоящая, без показного блеска. Тем временем поклонники не уставали напоминать, они все еще ждут. Их письма, послания и комментарии создавали вокруг нее живую волну поддержки. Это ожидание было особенным, не фанатским восторгом, а искренней верой в человека, который смог остаться собой в мире, где большинство теряется. Но и для самой Джансу это ожидание было испытанием. Она понимала, что любое ее решение будет рассматриваться под лупой. Вернуться значит снова впустить в жизнь шум, свет, бесконечные камеры. Не вернуться значит оставить незавершенную историю. Между этими двумя мирами она медленно искала равновесие, как человек, стоящий на границе света и тени. Говорили, что она много времени проводит наедине, читая сценарии, выбирая, вслушиваясь в себя. Для нее это не просто выбор новой роли, это выбор нового смысла. Не быть частью потока, а создавать то, что останется. И вот теперь, когда воздух вокруг ее имени снова наполнен ожиданием, ясно одно: Джансу Дире не вернется прежней. Она не просто появится в кадре, она войдет туда как человек, который прошел путь от славы к тишине и обратно. А где-то за кулисами уже идет работа. Новая история зарождается, история о женщине, которая знает, каково это – исчезнуть, чтобы снова засиять. Когда кажется, что история подошла к концу, на самом деле начинается новая глава. Именно так сейчас выглядит путь Джансу Дире. После лет тишины, слухов и ожиданий, ее имя вновь стало звучать все громче, не как эхо прошлого, а как обещание будущего. В индустрии уверены, она готовится к большому возвращению. Сменив агентство, она будто окончательно закрыла прежний этап, тот, где было слишком много шума и слишком мало воздуха. Ее новая команда говорит осторожно, не раскрывая деталей, но подтверждает, проекты обсуждаются. Говорят о сценарии, где ее героиня должна пройти через боль и возрождение, история, словно написанная под нее саму. Все это выглядит как символический круг, где жизнь и кино снова переплетаются. Тем временем вокруг растет интерес. Журналы публикуют архивные кадры, сравнивая, как изменилась ее внешность не в сторону глянца, а в сторону глубины.
Телевизионные каналы готовят ретроспективы ее лучших ролей. И каждый раз, когда показывают сцену, где она молчит, зрители вспоминают, именно в этой тишине ее сила. Для многих она стала больше, чем актриса. Ее путь превратился в метафору о человеке, который умеет останавливаться, когда весь мир требует бежать. О женщине, которая не боится быть непонятой, если это значит остаться честной. Теперь, когда она снова на пороге, публика не ждет от нее фейерверков. Люди хотят увидеть ту самую Джансу, не идеальную, а настоящую. Ту, что умеет смотреть прямо, не играя. Ту, которая верит, что искусство рождается не из шума, а из тишины. И, может быть, именно поэтому ее возвращение ощущается не как начало нового проекта, а как возвращение старой подруги, которую давно не видели, но всегда помнили. Ведь настоящие звезды не исчезают. Они просто уходят за горизонт, чтобы дождаться своего часа и однажды снова зажечься, но уже другим светом, теплым, зрелым, настоящим. Джансу Дире – не история о славе. Это история о человеке, который научился жить в ритме сердца, а не аплодисментов. И потому каждый, кто ждет ее возвращения, знает, она обязательно появится. Не потому, что должна, а потому, что чувствует, время настало. Спасибо, что были с нами и досмотрели до конца. Если вам понравилась эта история, поддержите нас, поставьте лайк, подпишитесь на канал «Любовь и мечты» и обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о судьбе Джансу Дире. Ваше мнение для нас самое важное. До встречи в следующем видео. Впереди еще много историй о любви, вдохновении и силе духа.